Вена– это столица Австрии. Население города составляет около 2 миллионов человек. Вена является самым крупным по населению городом Австрии, занимая шестое место среди самых крупных городов Европейского Союза и второе место среди немецкоязычных городов после Берлина. Культурный, экономический и политический центр Австрии. Кстати, прежнее название города было Виндабона и упоминается еще в первом веке, а городом Вена является с 881 года. Друзья, привет! Вы на канале «Ну и как там?» С вами Сергей. И Наташа. Мы прилетели в Вену, чтобы показать вам этот красивый город. Да, мы постараемся успеть это за Один сутки. день. Даже меньше, да, какие сутки? Сейчас 13:00, и нам нужно успеть показать вам максимум за буквально несколько часов. Погнали! Да, мы прилетели в аэропорт Вена, Шефхат он называется, это один из самых больших аэропортов Европы. И до Вены здесь можно добраться либо скоростным поездом, City Express, да, называется, либо электричком и, соответственно, автобус-такси. Мы выбираем электричку, она стоит 4 евро с небольшим, едет 25-30 минут, а скоростной поезд едет 15 минут, но стоит в 4 раза больше, по-моему. И на автобусе тоже не хочется ехать, поэтому сейчас ищем терминал, где можно будет купить билет на электричку. Говорят, он тут запрятанный, но для City Экспресса на каждом шагу стоят кассы, аппараты. А для городской электрички надо постараться поискать. Вен. Выбираем Вен. Вот он, Вен ГМБХ. Окей. Вен Комфорт, Вен Сеньор, Вен Вольтер. Купили билет до Вены. Аппараты на 2 языках. На 3: английский, французский и немецкий. И кое-как разобрались. Чтобы понять, куда нам идти, 13:19 S7 3AB. До отправления поезда осталось несколько минут, чтобы мы успели на ближайший, поэтому ускоряемся. Все бегут, и я бегу. Вот, точно, вон он, поезд. Он через несколько минут отправляется. Короче, длиннейшая платформа, даже не видно поезда. Все места заняты, придется стоять. Постоим 20 минут или 30. Да, только мы забежали в состав, буквально полминуты, и мы поехали. Едем до Вены 25-30 минут. У нас получается жанр репортажа сейчас. Мы приехали на ЖД вокзал. Тут все, конечно, по-немецки. Ни черта не понятно. Дублирующих надписей на английском нет. Как-то будем разбираться, где здесь выход в город, чтобы выйти в город и пойти погулять уже по верхней части Вены. Это несколько платформ, несколько путей, получается, железнодорожного вокзала. У него в день уходит около 1000 составов. Каждый день 1000 отправлений с этого ЖД вокзала. Идем до станции метро У3, чтобы проехать до центра исторического, где вот У3 спускаемся. Вообще в Вене 5 линий метро, из них и на них 109 станций. Саш, куда мы сейчас едем? До собора Святого Стефана. Собор Святого Стефана. Да. Посмотрим, что это за достопримечательность такая, говорят. Прямо на первом месте стоит. Да, крутейшее место. Там дядька шел. Дядька шел. Мне уже теги срабатывают. У Наташи сегодня день рождения, ей можно. Мне кажется, что нас сразу идут проверять. После того, как мы попали на штраф в Милане, да. Кстати, ребят, сегодня у Наташи день рождения.
Пишите в комментариях ваши поздравления, ставьте лайки. Будет очень приятно. Нам до станции Стефансплац. На поезд этот не успели. Подождем другой. Не успели заснять одну девчонку, но красотка была невероятная, ну, такая загорелая. На улице +3, она идет в босоножках на голую ногу. Ну, просто шикарно выглядит. Не успели. Надо было побежать за ней. Сказать, стоп, стоп, Мы из-за стоп, этого, на самом деле, поезд дайте, пропустили. дайте, мы вас заснимем. Друзья, венское метро считается одной из самых чистых в Европе И удобно. и удобных, да. А стоимость суточного билета 8 евро. Да. То есть стоимость 8 евро за 24 часа на весь транспорт, общественный транспорт в Вене, в том числе и метро. Она когда? Она в 1978 году открыта. Не знаю, наверное. Да. Как и во многих европейских метрополитенах или общественном транспорте, когда покупаете билет, его нужно просто прокомпостировать в этом валидаторе. В Вене нет турникетов, привычных на входе, поэтому билет купили, прокомпостировали и можно пользоваться. Вот, пожалуйста, общественный туалет платный. Я думал, он будет бесплатно здесь. Кстати, в Варшаве, в метрополитене, все общественные туалеты бесплатные и очень чистые. Все, поднимаемся наверх. Друзья, только мы вышли из метро, Прям классно и вышли. смотрите, что мы видим перед собой. Это собор Святого Стефана, главный готический собор Вены и один из самых узнаваемых храмов Европы. Его шпиль, вот туда камера. 136 метров. 136 метров, и видно практически из любой точки города. В соборе можно подняться на смотровую площадку, которая находится, видимо, в этом же шпиле. Ну, сегодня воскресенье, сегодня туда фиг Да, поднимешься. кто его знает, да. И, собственно, посмотреть окрестности этого прекрасного города. Этот собор был основан в XII веке и пережил множество исторических событий. Исторических событий остается сердцем Вены. Очень похоже на, как он называется, дома из Милана. Вот, когда мы в Милане снимали, ну, прям очень похоже. Посмотрите это видео у нас на канале. Милан. Да, вам понравится. Да, ну, Еще он похож на Кёльнский собор, но, наверное, это одного периода все Да. соборы: Миланский дома, Кёльнский и в Вене. Вот что находится вокруг. Очень красивые барельефы. Смотрите, как интересно стоит кран, ведра. Это мойка для лошадок, для карет. Вот они чистенькие, намытые. Поехали на работу туристов возить. Сережа, смотри, какой ключик красивый. Ну, тут лошади красивые. Кучер тоже ничего. Ну, прикиньте.
У некоторых лошадок, Как с рожками. ну да, уши защищены, а некоторые лошадки просто с обычными, обычными открытыми ушками. Ну, красавица. Ну, какие же вы колесите, господи. Такие глазки умные. Я не могу. Какой прикольный магазин шоколада Линд, ну, фабрики Линд. У них вообще очень вкусный шоколад. А здесь, интересно, есть наборы, которые мы в других странах не встречали. Тренд сезона дубайский шоколад. 15-16 евро упаковочка. Подарочные наборы. Смотри, какие. Сережа, посмотри, какие там зайцы. Туда, вот большие. Пасхальные зайцы. Ну, это их фишка такая, вот эти зайцы. Да. Конфеты на развес, шоколадные 6,90 за 100 грамм, 69 евро килограмм. Погуляв по площади вокруг собора, двигаемся дальше к другому важному историческому и культурному объекту Вены. Это Венская опера. По пути в оперу мы увидели Макдональдс и по традиции решили зайти, взять по капучино и посмотреть, какая цена в Макдональдсе венском, какая цена капучино. Так, друзья, смотрите, капучино классик, евро 90 маленькая и 2,50 большой. Давайте возьмем большой. Сейчас в Вене прохладно, поэтому надо согреться. Две добавляем к заказу и оплачиваем. Интересное наблюдение от Макдональдса. В Италии он такой веселый, там прям жизнерадостные сотрудники, посетители, движуха. А в Вене, как полагается аристократическому городу, все спокойней, все серьезней. Друзья, это фонтан. Выполнен в 1739 году, и он символизирует Дунай и его притоки. В центре Вены, ну, если я скажу, что на каждом углу немножко привру, но очень часто стоят кондитерские магазины. В один мы уже заходили, вот еще один. И Моцарт, 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 Моцарт. Везде Моцарт. Hello. Он сколько стоит? Купили шоколад ручного приготовления, 4 евро, 100 да? грамм, 6 евро 90 центов. А Попробуем. можно поменьше? Говорят, очень вкусно. Такой маленький магазинчик. Нашли. А они сколько стоят? Продавец русскоязычный оказался. Нам сказала, что я шоколад взял, Наташка. Новогоднюю игрушку. Я Новогодний. просто, мне очень нравится покупать новогодние игрушки. Вот взяла. Моцарта. До свидания. Ну, посмотри. Спасибо Попробуем большое. сейчас Всего доброго. шоколадочку. Слушайте, но шоколад сделанный вручную, конечно, отличается по вкусу от промышленного шоколада. Но он такой не сладкий.
Не Да. сладкий? Такой Для с- диабетиков, что ли? Да. М, Да. Ты Моцарта показал? Конечно, показал. Моцарт. Новогодний выпуск Моцарта. Я все-таки купила в марте. Новогодний горошек. Одно из самых известных кафе Вены. Сахар или Сачер. Вот такая очередь в него. Что отбивает все желание стоять на улице в плюс 3 градуса. Ну да, Посетить это кафе. но стоять мы не будем, потому что если мы будем стоять в кафе, то мы вам не покажем то, что здесь действительно стоит посмотреть. А, это вот кафе Сахар возле при отеле Сахар. Ой, какой чудесный мальчик, смотри. Мгм. У них одеяния такие все интересные. А вон, смотри, видишь, кучер, ну такой. А я же тебе говорю, тут кучер красивый Не, был. ну то кучера были кучеры аристократического, Да, скажем так, вида. А это рабоче-крестьянского. да. Ого. Лошадка. Ну зато какая карета. Я не кучер, помнишь, я водитель кубылы. Да. Какой красавчик стоит. Новенький. Венская государственная опера – это один из важнейших оперных театров мира. Он был открыт в 1869 году, и первым спектаклем здесь стала опера Моцарта «Дон Жуан». Сегодня опера остается культурным центром Вены, а каждую зиму здесь проходит легендарный Венский бал, куда съезжаются знаменитости со всего мира. Я не представляю, что сейчас еще в наши времена можно посетить бал. Боже мой, как Наташа Ростова прямо сейчас. Вена славится имперской архитектурой, и ничто не передает дух Австро-Венгерской империи лучше, чем Хофбург, резиденция Габсбургов на протяжении более чем 600 лет. Перед нами оранжерея, где находятся различные растения, в том числе субтропические и тропические. В Австрии, в Вене, в отличие от Средиземноморья и Адриатики, они не растут, поэтому их поместили в оранжерею под крышу. Все идут, и мы идем. Когда мы не знаем, куда идем, что идут много людей, мы пошли за ними. Может быть, эта тропа людская приведет нас куда-то в очень интересное место. А может, куда проскользнем? Ну, куда-то мы идем, да. Вместе со всеми Вместе со всеми, проскользнем? да. Может, авось? Короче, люди гуляют просто один за одним, как муравьи. Да, мы хотели там уже к группе присоединиться. Я Сереже говорю, сделайте, пожалуйста, умные лица. Ну, как обычно. Ну, мы пошли в другую сторону. Смотрите, как красиво. Ai. В этом дворе живут лошади. Это конюшня. Представим, что это царская конюшня. Что возможно, так и было. Да, 460 лет этой конюшни. Я так подозреваю, что лошади были для короля Австрии. Друзья, у нас впереди километр 800 метров пешей прогулки. Наверное, чуть больше. Мы идем до Бельведера. Если мы по пути увидим что-то красивое, интересное, а я Ну, уверен, что мы точно это увидим. увидим,
Более того, Я уже это увидела. уже есть сейчас, да. Смотрите, что перед нашими глазами открылось. Это остановись. Ну, красиво. Если нравится, ставьте лайк. И если не нравится, пишите в комментариях, что вам это не нравится. Если вы еще не подписаны, подпишитесь. Потому что, когда вы подписываетесь, ставите лайки, это видео становится популярней. И Да. больше людей его могут посмотреть. Вот, смотрите, какие раскопки. Ух ты! Да, Как я это люблю. Посмотри, это древние что-то, стены, да. какие-то ходы. Когда это, видимо, наверное, была водопровод, либо канализация Ну там. да. Смотрите, здорово как. Вон как уходят, как лучи расходятся улицы, да? А вот еще одна часовня. Слушайте, а Вена очень интересная. Она такая строгая, аристократичная, интересная. Друзья, это не просто такой красивый дом, а это один из самых значимых исторических дворцов Вены, который в течение столетий был резиденцией Габсбургов. Построен еще в XIII веке и постоянно расширялся, превращаясь в грандиозный комплекс, включающий дворцы, музеи, библиотеки, даже конюшни. До 1918 года служил главной императорской резиденцией Австро-Венгерской империи, а сегодня является официальной резиденцией президента Австрии. Здесь испанская школа верховой езды расположена, потом императорские покои, сокровищница Габсбургов, Австрийская национальная библиотека, которая, кстати, является самой красивой библиотекой мира. Поэтому будете здесь, обязательно посетите это место. Ну, смотрите, какой богатырь со змеями, с каким-то борется. А здесь он уже с кого-то спасает, наверное. Вот, ой-ой-ой. Ой, Тут лошадки, можно под них попасть. мои лошадки. Вот уже два мужчины. А потом этот же мужчина со львом с каким-то. Кто это такой, друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Заходим внутрь. Посмотрим, что там внутри. А внутри, смотрите. Какой купол. Ага. Dạ dạ. Em tin tin vẫn Ну, цвет моей жилетки похож, да? Вот даже по тонам совпадает с цветом этого автомобиля. Друзья, я хочу сказать, что одного дня для Вены мало. Я это понял уже сейчас, когда мы ходим, а тут на каждом углу какие-то интересные объекты. Достопримечательности какие-то, все исторические, потому что, ну что, красота. Красота, красота. И просто везде цепляется глаз, потому что столько всяких мелких деталей, и, ну, просто необыкновенно очень красиво. Приезжайте сюда не на один день, на несколько дней хотя бы. Но мы продолжаем идти до Бельведера. Конечно, дойдем. Дойдем, да. Просто здесь очень много везде интересного. Это статуя принца Евгения Савойского. Он один из величайших полководцев Священной Римской империи, сыграл ключевую роль в победах над Османской империей, был выдающимся военным стратегом. Такой Евгений На коне. Савойский. Друзья, мы на площади Марии Терезы. И перед нами памятник этой Марии Терезе. Наташа, что это за Он памятник? открыт в 1888 году
в честь вот Марии Терезии, правившей вот Габсбургской монархии с 1740 по 1780 год. Да, а слева от нас, как вы думаете, слева от нас это музей истории искусств. Видите, красивое здание. А если мы повернем направо, практически близнец, это музей естествознания. А вот эта вот Мария Терезия, кстати, она была единственной женщиной на троне Габсбургов, и она являлась матерью 16 детей. 16, включая императора Иосифа II и королеву Франции. Давайте подойдем поближе, посмотрим там персонажи интересные на конях. Но она такая, она, видишь, она провела масштабные реформы в области образования, армии, налоговой системы и управления государством. Да. И способствовала культурному расцвету Вены. Поддерживала искусство, науку. Молодец, Молодец. молодец. 16 детей, блин. Офигеть, конечно. Да. Просто уже за 16 детей можно такой памятник ставить. Я думаю, когда солнечная погода, он вообще смотрится по-другому. Сегодня в марте, 16 марта в Вене плюс 5, пасмурно, Мне сейчас +3. даже плюс 3, да, сейчас. Поэтому шапочка мне очень пригодилась. Шапочка Наташи пригодилась. Ее день рождения. Это здание парламента Австрии. Это одно из самых значимых политических зданий страны. Здесь проходят заседания Национального совета, Федерального совета. А вот эта вот скульптура, она была создана в 1902 году и символизирует мудрое управление государством. Друзья, мы уже прошли, наверное, километра 2. Как вы помните, мы идем до Бельведера. До Бельведера еще не дошли, потому что ну, от одного красивого Невозможно, здания да. памятного до другого. Вот. Ну, надеемся, до окончания светового дня мы все-таки до Бельведера доберемся. С вами посмотрим и вам покажем. А вы пока поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Подпишитесь на канал. Будет нам очень приятно и мотивировать делать выпуски из других стран, других городов. Друзья, перед нами Венская ратуша. Это одно из самых красивых зданий Вены. Оно тоже построено в неоготическом стиле между 1872 и 1883 годами по проекту архитектора Фридриха фон Шмидта. Высота главной башни, вон та, которая 98 башня, метров. 98 метров, да. И на ее вершине установлена фигура Ратхаусмана, символа Вены. Ратуша – это административное здание, и в нем находится правительство города Вена. Мэрия Вены, да. Да, ну это мэрия, ратуша, мэрия Вены. Мгм. Вот на площади сейчас идет реконструкция, а вообще, когда она открыта, здесь проходят главные городские мероприятия, включая знаменитый Венский рождественский рынок, кинофестиваль под открытым небом и бал во дворце. Oper, Karlsplatz. Umsteigen zu U1, U2, U4, 1, 2, 62.
Друзья, мы наконец-то добрались до Бельведера, да, до которого мы так долго шли, встречая на своем пути прекрасные дворцы и памятники. Вообще, что такое Бельведер? Бельведер – это комплекс, дворцовый комплекс 18 века, построенный для принца Евгения Савойского. Здесь не только шикарные дворцы, смотрите, смотрите, какие дворцы, да, но еще и прекрасные сады. Сады, они вон там, дальше, куда мы, наверное, еще и не попадем. Вот, именно здесь расположен один из самых знаменитых музеев Вены. И в этом музее хранится картина Густава Климта «Поцелуй». Это одна из главных жемчужин австрийского искусства. А про вот этого принца мы, рассказывали уже. Это этот, который военный стратег. Евгений, который был на большом коне. Красивая, конечно, у них стиль этот архитектурный, Да. шикарный. Тут только рассматривать один дворец Да, можно. да, 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 столько много мелких часами. деталей. Вот сесть, смотреть. И каждое что-то обозначает. Мгм. А вот буквально следующий квартал это уже современная Вена. Через дорогу вот этого комплекса дворцового. Собралась, люди не могут, и Наташа в том числе, разобраться, как в Макдональдсе Вены пройти в туалетную комнату. То ли платить, то ли по QR-коду. Да, оказалось, что нужно платить. То есть вход в туалет в Макдональдсе платный. Отличилась. Когда заходишь туда, через турникет выдается вот такой билетик. А когда выходить, то есть это не автоматически на выходе открывается, ну, что-то должно, по идее, автоматически открываться. Я думала, может, тогда билет куда-то засовывается. Я его во все места тыкала, короче, никуда не засовывается. Я взяла на какую-то красную кнопку, нажала, и передо мной все двери, все засигналило. Короче, я какой-то нажала сигнализацию, да, и все раскрылось. Там этот быстрее подбежал, а там все давай выходить, входить. Ну, людям помогло. В общем, как всегда. Это была история, как сходить в туалет в Макдональдсе в Вене. За 50 евро, Ой, 50 за 50 центов, господи, евро. Друзья, вот такой набор стоит 20 евро. 몇 개 하면 되게 너무 세개 들라니까 나와봐. 이게 하나에 16을 근데 너무 지금 И никто не следит. Заплатил человек 1 евро за свечку или не заплатил. Все на доверие.
Солнце зашло за горизонт, и Вена погружается в вечернюю жизнь. Ребят, сегодня же день рождения у Наташи, точнее выпуск, когда мы снимаем, у Наташи день рождения. И так как мы летели из Варшавы сюда, и, соответственно, не могли с собой взять бутылочку вина, и мы в воскресенье в Вене, все магазины закрыты, мы нашли, мне кажется, единственный магазин в центре города, может быть, даже не только в центре, супермаркет, где он открыт, и мы успели за полчаса до открытия, и сейчас купим вина, чтобы отметить день рождения, сыр. И, слушайте, я очень доволен, что мы нашли этот магазин. Только не Кстати, крутись, пожалуйста. Ставьте лайки. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Друзья, хотим вам показать набережную реки Дунай. Идем по навигатору. Не знаю, получится ли что-то там красивое, будет ли какая-то облагороженная набережная. Но мы в это верим. Мы надеемся. Идем. Тут похолодало. Наверное, уже около Что-то нуля. стало холодать. Да, наверное, уже около нуля. Ветер поднялся. Не пора ли нам отметить? Пора нам отметить сейчас, пока еще есть пару мест, куда хотелось бы зайти и показать, снять видео и показать вам. Ага. Вы можете поверить, что эта дорога ведет к красивой набережной? Пока нам не верится. Это только вот водичку. Если вы верите, ставьте лайки. Если вы не верите, подписывайтесь на канал. На самом деле тут очень мрачно Слушайте, и темно. мы на самом деле пришли. Вот сейчас мы вам покажем, что река Дунай в Вене есть. Правда, набережная, друзья мои, вообще никак не подсвечена. Да, и вечером бы я не хотела здесь Смотрите, гулять. да, сейчас я вот так вот сдаю вправо, включаю правоповоротник, Немножко меня тормозишь. бортанул Наташу, да. Ну, вот такая набережная. Как вам? Дунай, столица Австрии. Я ожидала большего. Ну, я ожидал, что будет красиво вообще. Ну да. Вот высотки, строящиеся и уже построенные. Ну и вот Вена, ой, Дунай. Это, кстати, метромост. Вон там за окном станция метро. Ну, коль пришли, пройдем через Дунай. Ребята, вот видите, по центру Дуная какая-то конструкция, балки торчат из воды. Вечер, ничего не видно. Может быть, вы подскажете, или вы знаете, или есть догадки какие-то, что это такое. Но бледненький маяк есть. Вот. Да, и вот маяк. Я честно скажу, первый раз встречаю маяк на реке. Причем, ну, не в таком, ну, прямое место реки, да, вот река прямая, ни изгиба, ничего. Нет никакой опасности для судоходства.
Друзья, ну вот смотрите, это получается, что то, что мы вам показали, вон первый раз, да, это приток, даже не приток, а ответвление Дуная. Это не основной ход Дуная. И посередине остров. Этот остров, как говорят, длиной 21 километр. Посреди Дуная. И вот это основной ход, как говорят речники и моряки. Основной ход. Вот он плывет кораблик какой-то по Дунаю. Вот это набережная Дуная. А это набережная острова. Интересно, это пассажирский теплоход или какой-то грузовой? Судя по иллюминации, должен быть какой-то прогулочный. И ход у него довольно-таки быстрый такой. Ну да, не грузовой, так бы быстро не шел, наверное. У меня бабушка бы сказала прогулочный. Но с другой стороны, нет никакой музыки, на нем не видно никого из людей. Хотя люди же, люди правильно, они не дураки, они внутри сидят. Конечно, холодно. Там А музыка. там музыка, наверное, да, на и теплоходе. танцы. Музыка играет. Да, вот он проходит. Машу рукой, а сердце замирает. Я издалека думал, что это просто баржи какие-то переделанные в ресторан. Стоят вдоль набережной. А это теплоходы, прогулочные такие теплоходы трехпалубные. С Вот там, постельками. да, если присмотреться, то через окна видно постели, кровати такие большие, ресторан. Поэтому это кораблики хорошие. Ну, прям смотри, сколько зон отдыха. Да. Когда тепло, тут очень круто. Да, когда тепло, людишки-то зажигают, я думаю, нормально на этих. Конечно, конечно, нормально. Позажигали вверху, спустились в каюту, отдохнули в каюте. Если посмотреть на эту стену на мосту и почитать надписи, вряд ли вы скажете, что она находится в столице Австрии. Да, все по-русски. Ну, не все по-русски, многое по-русски написано. Хочу поделиться ощущениями от вечерней прогулки по, скажем так, малочисленному месту, малолюдному. Ну, малолюдно, потому что такой время Но все года. равно такой. Так вот, вечерняя прогулка по малолюдному месту, метромосту в Вене абсолютно не, якобы спокойно. То есть, в отличие от вечерних прогулок по Милану, к примеру, да, здесь спокойно. В Милане мне было не особо комфортно. Да, да, вообще не комфортно. Вот это с точки зрения безопасности. Еще одно наблюдение. В Вене мало арабов. И мало полиции, кстати. Да, помнишь, в, сколько в Милане? в отличие от Милана, да. В Милане, вообще в На Италии, в каждом городах шагу. очень много полиции. В Вене полиции незаметно. Это, я думаю, взаимосвязано. Малое количество арабов и малое количество полиции на улице. А вы что думаете по этому поводу? Есть ли какая-то взаимосвязь между этими двумя моментами? Напишите в комментарии. Да, и пока вы думаете, еще лайки поставьте, поддержите наш канал. Спасибо. Друзья, теперь пора немножко развлечься. Мы приехали в старейший европейский парк, точнее не европейский, а старейший в мире парк аттракционов Пратер, который работает с 1766 года. Представляете? Здесь находится легендарное колесо обозрения Wiener Riesenrad, построенное еще в 1897 году. Вот оно. Скажем так, оригинальное колесо обозрения. Если мы поднимемся наверх, то это будет высота 65 метров. Давайте подойдем поближе и посмотрим,
на это старое колесо обозрения. Конечно, удивительно, да? Да. Год постройки. Слушай, там целые кабины прям. Смотрите, какой там лазутчик лазит. Как вы думаете, это человек? Это человек. Да, комната страха. Да, для детей здесь, конечно, Страстянничек. растяничек, да. Вот это, конечно, страшно. Время 20 часов 47 минут. Мы только идем, как говорится, с прогулки, со съемок в свое арендное на одну ночь жилье. Даже не на одну ночь, а на меньше, потому что у нас уже завтра в 6:40 самолет. И мы рано-рано утром будем выезжать. Сейчас посмотрим, что у нас за жилье. Так. Наташ, давай скорей. Так, вот мы зашли. Окей, что дальше? Наташа лапки не ходит. Наташка лапки не ходит. Так, Задние. нам надо на 4-й этаж. Поднялись на 4-й этаж. Номер 406. Вот 406. Сейчас мы наберем код. О, вот наша карточка. Все. Отлично. Где у нас 406? Налево. Посмотрим, что за номер нам приготовили. О. Так, друзья. Включай, Наташа, свет. Вот такой номер. Что делает девушка? Правильно, инспекция санузла. Инспекция санузла. Вот такой небольшой номер на одну ночь, на одни сутки стоит 45 евро. Что, Наташа, скажешь по поводу номера? Нормуль. Нормуль? Чистенько, убрано. Да, чистенько, аккуратненько. Фен есть. Да, Будем полотенца отдыхать. чистые есть. У нас несколько часов на отдых. Надо поднять бокалы за день рождения Натальи. Правильно? Правильно. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И увидимся с вами уже
в этом выпуске, но когда мы будем завтра собираться и ехать в аэропорт. Чао. Друзья, мы возвращаемся домой. На часах 4 часа 13 минут утра. Стоим с Наташей на остановке. Автобус Хальтельстеле. Написано Н54, ночной автобус. На нем доедем до западного вокзала Вены. И от западного вокзала Вены на автобусе планируем добраться до аэропорта. Ждем, должен быть вот с минуту на минуту автобус. И двигаемся дальше. Короче, друзья, автобус не пришел. Ночной автобус в Вене, что казалось невозможным, стало возможным. Вот поставили, послушали, как поют птицы. Да, и сейчас будем заказывать такси, чтобы ехать в аэропорт. Заказали такси, будет через 7 минут. Доедем за 25 минут до ЖД. Ой, не до ЖД, до аэропорта. Как бы подождем уже самолет в аэропорту. Да, заказали такси, потому что автобус не пришел ночной, о котором мы планировали доехать до железнодорожного вокзала и оттуда уже поехать на автобусе до аэропорта. Поэтому буквально подождали 7 минут. Вот сейчас где-то должен с какой-то стороны подъехать, вот с той стороны подъехать водитель такси, автомобиль с такси, и мы поедем в аэропорт. Друзья, вот наше такси подъезжает, и мы сейчас поедем в аэропорт. Друзья, на часах 5 часов 25 минут утра. Это уже следующий день. Но после мы того- бодры и веселы. Это уже следующий день, как вы приехали в Вену. В итоге мы провели в городе с часу дня до 9, получается, мы 8 часов гуляли, да, ночь поспали, ну, полночи поспали. И пора подвести некоторые итоги нашей поездки. Наташ, как тебе Вена? Вот какие у тебя впечатления за эти часы? Но я хочу сказать одно, что мне хотелось бы сюда вернуться. А если хочется вернуться, то, значит, мне кажется, очень все понравилось, потому что он исторически, но очень богат. Очень много достопримечательностей, очень много зданий исторических, и все очень гармонично, и мало людей, наверное. Да нет, причем, скажем так, нашего формата один день на один город для Вены мало. Чтобы его посмотреть, ощутить его атмосферу, нужно много-много больше времени. Да? Это город компактный, чистый, аккуратный, все в нем классно, но чтобы ощутить и насладиться городом, да, нужно больше, чем один день. Я думаю, мы сюда еще вернемся и В теплое время. в теплое время, да, когда деревья будут зеленые, солнце будет светить, чтобы было по городу ходить еще приятнее, чем при +3. Поэтому ставим однозначно 5 из 5 этому городу и рекомендуем всем приехать сюда. Кстати, подписались на мой канал с Наташей? Нет? Подпишитесь, пожалуйста, ребят, поставьте лайк этому видео и увидимся в следующих странах и городах. Пока. Пока!